Что такой смурной? Что ты опять снимаешь? Ну так я ж блогер. Друзья, всем привет! С вами я, Свободный Художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. Давно не выходили ролики на канале, и вот этот час настал. На этот раз я решил заработать на создании реплики известного бренда. Стоп! Я обещал говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Так вот, правда заключается в том, что цели заработать на этом проекте не было. Был интерес реализовать этот проект, а я просто изначально решил ролик повернуть в таком ключе, потому что в противном случае ролики очень плохо смотрят, когда речь не идет о деньгах и о заработке. В данном случае этот проект мне был интересен, потому что мебель в подобном стиле мне самому очень нравится, и я уже очень давно хотел что-то подобное реализовать, но даже не представлял, как это сделать. И поэтому, когда они предложили создать для нее подобное изделие, то я, конечно же, загорелся этим. Но, правда, хотел сделать это несколько в ином ключе. А к чему я сделал эту вставку? К тому, что потенциально есть возможность заработать на подобных изделиях. В этом ролике я приведу цифры, сколько стоит оригинал изделия, от которого мы отталкивались, и расскажу, во сколько нам обошлось создание этого изделия. Все, теперь можно продолжать. В конце января, когда мы с Саней еще только заканчивали работу над инсталляцией для фэшн-шоу, я, кстати, не знаю, стоит ли сделать об этом отдельный выпуск, там, как всегда, что-то пошло не по плану, но было интересно. Так вот, в конце января я получил сообщение такого содержания. Задача весьма неординарная — сделать секси-стеллаж, и для начала я решил уточнить, что же значит секси-стеллаж. И получил вот такой вот референс, и как оказалось в дальнейшем, этот стеллаж, дизайн этого стеллажа был разработан в 80-х годах для Ikea, а выпускался он вплоть до 2000-х, так что сейчас это уже винтаж, и цена на них соответствующая. В очередной раз я решил обратиться за помощью к Сане, и, по правде говоря, это он меня сагитировал сделать все своими руками, хотя у меня изначально был план отдать создание каркаса металлического на аутсорс. И не потому, что я не люблю или не умею работать с металлом, а потому что вы из ролика дальше поймете почему. И вот мы набросали примерный план и отправились в Полирашечку? Пошел по комнате демо. Саня вчера для меня открыл новый трек, и это трек нашего сегодняшнего дня, судя по всему, будет. Дымок. В Леруа нам необходимо было подобрать и закупить крепеж и всякую мелочевку. А заодно, пока мы ходили по магазину, примерно посчитали себестоимость будущего изделия. О ней я расскажу в конце ролика. Затем нам необходимо было купить металл для изготовления каркаса. За ним мы отправились в другой строительный магазин. Так душевно поет слово «дымок». Пошел по комнате демо. Но заранее не проверив наличие, ушли из него ни с чем. И направились в другой магазин, где мы уже точно знали, что есть в наличии то, что нам нужно. А157. Пройдите к месту обслуживания. 6. Дура 6-литровая, 8 миллиметров. 5. Это все. Для каркаса мы решили использовать гладкую арматуру диаметром 8 мм. Единственный ее минус — это то, что она не очень ровная. Поэтому в мастерской Саня первым делом принялся за сортировку заготовок, а я тем временем разрабатывал технологию гибки этой арматуры. Со второй попытки решение было найдено, и нам предстояло вручную согнуть 8 заготовок. И к нашему удивлению, они все получились практически одинаковыми, несмотря на кустарные условия. После того, как мы все тщательно проверили и пронумеровали, необходимо было придать заготовкам для каркаса нужный размер и напилить перекладины, чем мы и занялись.
Когда все детали были готовы, наступило время сварочных работ. Для того, чтобы стойки каркаса получились симметричными, мы создали своеобразный кондуктор из подручных материалов. А после того, как каркас был сварен, пришло время зачистки и обработки сварочных швов. Как вы можете догадаться, после обработки металла в мастерской, где я занимаюсь преимущественно деревом, стало, мягко говоря, так себе. И прежде чем перейти к следующему этапу, мы немного привели мастерскую в порядок, а дальше приступили к покраске. Весь каркас предварительно мы тщательно обезжирили и загрунтовали. Как граффитист, короче. Такой в капюшончике. Затем покрасили его в 2 слоя. Для покраски мы использовали аэрозольные баллончики. И результат нас полностью устроил. Вообще. Слушай, блин, а что не фокусируйся? Фокусируйся, зараза. Вы только посмотрите, какой капец мы тут натворили вообще. От этой краски какое-то невероятное количество опыла, и здесь все теперь в мастерской красное. И с этим еще только предстоит разобраться. Когда краска высохла, мы заботливо упаковали каркас, и нам оставалось лишь подготовить полки, так как для них мы приобрели готовый сосновый щит размером 300 на 1600 сорта экстра, слегка его отшлифовали, сняли фаску и покрыли прозрачным лаком. А на следующий день мы отправились к заказчице презентовать наше произведение искусства. Чуть не упал. О-хо-хо, привет! 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 Нифига ты какой шерстяной вообще! Да, он очень приятный. Красавец! Анита, не против, чтобы мы с камерой? Привет! Привет. Да, Полечка. Вам все разошли. Попить пиво с нечем вкусить. Могу сделать чай. Хотите чай? Еще у меня есть сыр. Вау. А я чайков. Ну, а чай я тоже не отказываюсь. Нет, Денису просто сырник, не чай. А то разоришься. Да ладно, он создает настроение. Залижет до полусмерти, но у меня у людей... Сборка заняла чуть больше времени, чем мы планировали, но поскольку у нас появился помощник, который участвовал практически во всех этапах сборки, мы успешно справились с этой задачей. Да не, он видишь там такой. Ну ладно, не затягивай. Привет, Гром. Привет. Что, разбойник, а? Я же ему не заснял процесс, как ты поднимал. Ну все, давай, опущу еще раз поднимем. Так, закидываю полку, чтобы это стояло.
извиняюсь. Не, ну явно. Ну, сейчас. Мы просто решили в мастерской не делать сборку, чтобы здесь все было прям с нуля. Ну, чтобы саморезики не поцарапались. Чуешь подход? Это вообще. Как тебе видок? Да подожди, видок, надо проверить. После того, как стеллаж был полностью собран, мы все еще раз проверили, протянули все соединения, а также подкрасили некоторые детали. Есть, красиво, мне нравится. Очень. Да? Точно? Да, мне очень нравится. Класс, очень, вот прям как я хотела. Идеально. К стене. Гром, тебе нравится? Я очень счастлива. Правда? Да, прям вообще огонь. Прям вот то, что я хотела. И Гром поддерживает. Вот. Вот я все заставлю, как нужно. И фоточку пришлешь. Да, это будет волшебно. Чтобы, понять, как она вообще в целом будет смотреться, но... И на самом деле кайф, что там еще и розетка за ней есть. Да, кстати, вообще прям фартануло. Можно спокойно, ты лампу поставишь, а провод у тебя даже пойдет если за фонарь полками. можно поставить. Вот. Кайф вообще. Пришло время показать вам изделие во всей красе. Напомню, что прообразом для нашего произведения искусства послужил стеллаж, дизайн которого был разработан в 80-х годах для IKEA. И сейчас его можно найти в продаже по ценам от 35-40 тысяч рублей. Для нас же себестоимость этого изделия составила около 10 800 рублей, и на его изготовление нам потребовалось 2 полных дня и еще 2 неполных дня. Друзья, и на сегодня это все. До новых встреч, а я пошел дальше двигаться к своей мечте. Еще одно включение из будущего. Как вы уже поняли, я пока так и не научился зарабатывать на том, что мне нравится делать. Но я не собираюсь оставлять попыток. Пока ролики на канале не выходили, все это время просто так и не сидел. Как я уже говорил в начале, мы с Аней реализовали проект для фэшн-шоу. Мы изготовили туда декорации и инсталляцию. Проект был очень необычным, очень интересным, и, как всегда, были свои сложности, и что-то пошло не по плану. И плюс, все это время я экспериментирую с различными форматами для YouTube. И сейчас у меня есть канал, для которого я делаю экспериментальный контент, и там есть некая положительная динамика. Так вот, если она сохранится и будут какие-то позитивные результаты, я могу с вами этим поделиться, опять же, если вам будет интересно. Но это я все к чему веду, что ролики на этом канале продолжат выходить, я продолжу также реализовывать проекты и буду пробовать на этом, естественно, заработать. Но периодичность роликов будет не как в прошлом году, ролик в неделю, а, скорее всего, это будет 1 или 2 ролика в месяц. Все, на сегодня точно все. Всем пока. А ты с Аней обсуждал, сколько это будет стоить? Нет, я же не знаю, сколько это будет стоить. И я не обсуждала. Слушай, ну я с тобой согласен, как-то неожиданно прям это весьма. Так и что, на кольцо поедем? Да, а что? Ну да, это основное на сегодня. Либо такое, да, либо домой. Домой тоже неплохой вариант. Дыму. Прожег верстак. Что ты там меня снимаешь? Хотел снять какой-то красный. Да. На ус мы уже намотали. Намотали столько, что мама не горюй. Все, пол получается у меня теперь будет красным в доме. Ты доволен сам-то? Да, я честно, да, пока она была не собрана до конца, Было непонятно, да? было непонятно, да. Сейчас мне еще нравится, что она Положи, устойчивая. пусть на всякий случай. Гром, отойди, пожалуйста, от сырников. Устойчивая. Отойди. Устойчивая, согласен. Красивые ножки гладкие. Вот эти где? Ну их практически нет, но все равно видно. Вот побольше красивые.